Hi, I'm Vitaly. Welcome my YouTube channel My DIY. Шучу, сегодня только на великом и могучем, как вы любите. Меня просто часто спрашивают, почему превьюшка на английском, название часто на английском, субтитры то на русском, то на английском. И я скоро на эти вопросы все отвечу в ближайшем стриме, который хочу провести. Так что скоро я вам все объясню. В общем, как вы догадались, видео о станке. Я его уже год как купил. Много дров уже на нем напилил, как вы знаете, если вы подписаны на канал. А если не подписаны, то хороший повод подписаться. Много пропускаете. И вот, опыт уже скопилось много. Обзор снят был год назад. И до сих пор практически ежедневно в комментариях спрашивают об этом станке. И я всем отвечаю, что станок замечательный, что все его болячки, какие есть, они исправимы при присутствии прямых рук. Всем его рекомендую. Он до сих пор остается один из лучших по соотношению цена-качество. Но я сегодня решил снять видео о 5 причинах, о 5 болячках этого станка, которые меня бесят и с которыми могут столкнуться потенциальные покупатели этого станка. В общем, видео о 5 причинах, по которым не стоит покупать этот станок. Причина номер 1. Это кнопка пуск. Сколько я уж с ней борюсь, она все равно при каждом пуске, практически при каждом пуске, когда опускаешь этот рычаг экстренного стопа, он всегда этот станок отключает. Год прошел, а я все никак не привыкну к этой кнопке. Вроде бы ее стоит немножечко придержать, чтобы плавно опустил, и все, станок продолжит работать. Практически при каждом пуске, в большинстве случаев, про это забываешь, опускаешь рычаг, и станок выключается. С одной стороны, конечно, это хорошо, чувствительность кнопки, и в экстренной ситуации это может предотвратить как несчастный случай. Но все равно это все очень раздражает. Хочется понизить чувствительность. Блок кнопки достаточно неудобный, чтобы заменить пружину. Подкладывать сюда что-то не хочется, чтобы не лишаться экстренной остановки. Спустя год я до сих пор не понимаю, как это все решить. Ребят, кто купил этот станок? Вы по-любому с этой проблемой столкнулись. Расскажите, как вы это решили. Причина номер 2. Она тоже связана с пуском, только это плавный пуск. Вернее, его отсутствие. Плавного пуска в этой пиле нету, и каждый старт у него все равно, что ход конем. Станок подпрыгивает, вместе с ним подпрыгивают заготовки, подпрыгиваю я, и тоже в течение полугода все равно к этому не привык. Да, можно у него установить плавный пуск, я даже покупал его установил, но почему-то я его установил в торцовочную пилу. И установил я уже вроде давно, и собирался купить еще один плавный пуск, но как-то все не соберусь до сих пор. И до сих пор это у меня пила без плавного пуска. Хотя на продолжительность срок службы этой пилы это зависит напрямую. То есть двигатель настолько сильно дергается, что начал замечать посторонние звуки при работе двигателя. То есть какой вывод? Если вы не в состоянии установить в него плавный пуск в этот станок, то к покупке этот станок я бы не рекомендовал. Иначе вы столкнетесь с ремонтом, возможно, дорогим. Причина номер 3. Это параллельный упор, который, в принципе, относительно параллельный, но есть с ним проблемы, которые я бы хотел решить, но пока не знаю как. Давайте я покажу поближе, чтобы вам было понятно. И с параллельным упором даже не одна проблема. Во-первых, это приличный люфт и не всегда плавность. Вот сейчас он более-менее передвигается плавно. Вот. При передвижении он иногда закусывается. Мне буквально недавно, кстати, спрашивали об этой проблеме. Непараллельность параллельного упора я исправляю так. То есть, если при выставлении нужного размера я толкаю параллельный упор в двух этих местах, и он выпрямляется. Насколько я замерял, выпрямляется достаточно ровно. Но все равно хотелось бы вот эту причину, вот этот люфт убрать, и чтобы параллельный упор плавнее скользил, и не нужно было заботиться о его параллельности. Переходим к проблеме номер 4. Она уже более серьезная, чем 3 предыдущих. Это механизм наклона. Он выполнен весь из пластика. Если можно посмотреть, то одного зуба уже здесь не хватает. Сам пластик здесь и качество не очень, и при малейшем
применении силы пластик ломается. Здесь есть рычаг для разблокировки вот этого узла. Отпускаем. Если вот этот барашек притопить, то попадаешь в эти зубцы как раз и плавно регулируешь угол наклона. Вроде бы все в порядке, но за время эксплуатации мне ни разу не удалось выставить угол под наклоном ровно 45 градусов. Какие-то десятые, сотые все равно не попадают. Я купил электронный угломер, и даже с помощью него мне не получилось выставить ровно на 45 градусов. Паналям. Сейчас диск находится в крайнем положении, то есть больше его не опустишь. И ровно 45 градусов на этом станке мне еще ни разу не получилось выставить диск. Наконец, пятая причина, по которой я бы не рекомендовал этот станок, это вкладыш. И эту причину я никак до сих пор тоже не могу победить. Я уже делал самостоятельно вкладыш, о чем снимал ролик. И в принципе он вроде бы работает, но в большинстве случаев достаточно работать с вкладышем родным, потому что он удобнее. Но он, как оказывается, напрочь кривой. Сейчас я вам это продемонстрирую. В принципе, если присмотреться, то видно, с этого края вкладыш приподнимается примерно на миллиметр. В середине вкладыш это прогибается, и в конце опять выходит практически в ноль. Понимаете, наверное, что когда проходит заготовка, она пляжет. Ни о какой ровности здесь говорить невозможно. И чем тоньше заготовка, тем больше погрешность. Вот. Я думаю, что видно даже невооруженным глазом, что вкладыш неровный. Такая некая лодочка. Есть у меня одна мысль, попросить ребят напечатать его на 3D принтере. Но я это еще пока не осуществил. Как сделаю, с вами обязательно поделюсь. Вот это основные 5 причин, по которым я бы не рекомендовал покупать этот станок. Опять-таки, если у вас не прямые руки. Все эти 5 причин, все эти 5 дефектов можно устранить при наличии прямых рук. Вот. Во всем остальном замечательный станок, тем более за свои деньги. Рекомендую. Рад, если ролик вам оказался полезен. Если остались вопросы, задавайте в комментариях, с удовольствием всем отвечу. Всем пока!